Рассмотрим две теоремы. Одну о расположении касательной в области выпуклости, а другую о расположении касательной к точке перепыка. Значит, можно маленький заголовок сделать. Расположение графика функции относительно касательной. Расположение графика функции относительно касательной. Первая теорема. Мы здесь не просто потребуем, чтобы функция была выполнена. Мы все-таки потребуем выполнения ее дифференциальных свойств, обеспечивающих выполненность. Значит, пусть на промежутке АБ F имеет вторую производную, и для любого x из AB f2 от x, ну, сохраняет знак, значит, больше нуля, или, соответственно, f2 от x меньше. Все. Тогда для любой точки x0 из нашего интервала найдется такая ее окрестность, что в этой окрестности касательная точки x0 лежит по одну сторону от графика функции. По одну сторону от графика функции. По одну сторону от графика функции. Касательная в данной точке, то есть касательная проведенная в данной точке, вот, но рассматриваемая в этой окрестности лежит по одну сторону от графика функции. Ну вот. Давайте вот такой пример рассмотрим. Вот у нас x0, вот касательная. Это какой случай? Это когда f2' от x больше 0, выпукло вниз. Вот в данном случае касательная должна располагаться ниже графика функции. В некоторой окрестности. Ну, давайте это докажем. Во-первых, давайте строго запишем, что мы хотим доказать. Вот график функции, это понятно, y равняется f от x. График уравнения касательного. Уравнение вот этой кривой y равняется f от x, уравнение касательное. Y равняется, ну вот, как я использовал сокращенную такую формулу для секущей. Я там какую букву L использовал? Большую или маленькую? Забыл. Маленькую. Ну, может это и правильно. А тут давайте большую. L x0 от x. Вот это уравнение касательное. Здесь, на наше счастье, все будет гораздо проще. Да? Уравнение касательное мы помним. Y минус f от x0 равняется f' от x0, x минус x0. Ну и значит, это наша L, x0 в точке x. Если все, кроме y, перебросить в правую часть, я просто получу f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0.
Обратите внимание, что это начальная часть формулы Тейлора. И вот, что я хочу доказать. Что я хочу доказать. В данном случае, да? В данном случае я хочу доказать, что f от x минус lx0 от x будет больше нуля. Если x принадлежит проколотой окрестности точки x0. Это как раз и означает, что график функции лежит выше графика касательной. Правильно? Еще раз повторю, это в том случае, когда вторая производная больше нуля. Если вторая производная меньше нуля, то график функции будет лежать ниже, ну и тогда знак будет другой. Короче говоря, здесь должен быть знак такой же, как и здесь. Вот как это доказать? Это мы знаем. Это мы знаем. Для любого x, да? Это мы не знаем. И хотим доказать. И хотим доказать. И мы еще знаем, что у нас есть вторая производная на этом участке. Значит, и в нашей окрестности. Давайте запишем формулу Тейлора для функции f в точке x в окрестности x0. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа мы можем использовать остаточный член для второй производной. Она существует. Непрерывности здесь от нее не требуется. По этой формуле f от x равняется f от x0 плюс f' от x0 x минус x0 плюс остаточный член f два штриха в некоторой точке xi поделить на 2 x минус x0 в квадрате, где xi принадлежит промежутку от x0 до x. Ну, то есть, если мы хотим рассмотреть x в этой окрестности, то xi тоже будет в этой окрестности, разумеется, лежать. Вот это выполняется. Это выполняется для любого x. Вот это вот, как я уже отметил, это есть L большое x0 от x. А меня интересует разность f от x минус L от x0 от x. Значит, из формулы Тейлора, перенеся вот эту часть влево, я получу такую формулу. F от x минус L x0 от x равняется. Что остается справа? Вот это вот вторая производная. F два штриха от xi пополам x минус x0 в квадрате. Значит, x принадлежит нашей проколотой окрестности x0, тогда xi принадлежит этой же самой проколотой окрестности. Ну и смотрим, что можно сказать о знаке вот этой разности. Он всегда положительный, строго положительный, больше нуля. Потому что квадрат. Да? А что можно сказать о знаке второй производной? Он тоже один и тот же. Один и тот же. Да? И слева, и справа. По условию. Он мог меньше быть нуля, мог быть больше нуля, но всегда один и тот же. В нашем случае для определенности это больше нуля. Ну так и все. Значит, мы видим, что правая часть для любого x из нашей окрестности больше нуля. Ровно это мы хотели доказать. Если бы вторая производная была меньше нуля, тогда правая часть была бы меньше нуля.
И тоже касательная лежала бы по одну сторону от графика. Вот так это легко доказывается, используя формулу Т. Правда, еще раз повторяю, здесь мы не просто предполагали, что функция выпукла, а то, что она обладает хорошими дифференциальными свойствами. Это у нее вторая производная. Вот. Ну и вторая теорема. Вторая теорема. На самом деле поведение касательное в точке перегиба, но тут мы тоже не произвольную точку перегиба рассмотрим, а ту, которая, вот, в которой функция обладает хорошими дифференциальными свойствами. Вот мы знаем, что если функция дважды дифференцируема, то она обязана, вот эта вторая производная в точке перегиба равняться нулю. Да? Так. И мы еще знаем, что это будет обязательно точка перегиба, если у нас есть третья производная, причем неравная. Вот это мы как раз и потребуем в нашей теореме. Так, вторая теорема. Вторая теорема. Пусть функция имеет тут на самом деле непрерывность не требуется, но я ее могу написать, чтобы это была точно, так сказать, точка перегиба в силу предыдущей теоремы. Давайте напишем непрерывную. Третью производную. И здесь мы требуем всего лишь две жалких вещи. Мы требуем, чтобы... Нет, знаете, непрерывность нужна. Непрерывность нужна. Это я зря сказал, что нужна непрерывность. Это означает, что у нас третья производная существует в некоторой окрестности точки А. Значит, мы требуем, чтобы вторая производная в точке А равнялась нулю, а третья производная в точке А не равнялась нулю. Ну, собственно говоря, в точности те условия, которые у нас были в теореме во втором точном условии для точки перегиба. Отсюда, кстати, можно сразу отметить, что А будет точка перегиба. Тогда, опять-таки, найдется такая окрестность точки А, что в этой окрестности касательная, проведенная в точке А, будут лежать по разные стороны от графика. Вот ситуация. Вот точка А, вот график функции, вот график касательный. Только тут уже будет просто LA от X. Вот. И вот утверждается, что найдется такая окрестность, в которой с одной стороны касательная лежит ниже, а с другой стороны выше графика. Вот. Ну, давайте опять для определенности считать, что третья производная в точке А больше нуля. Что мы теперь хотим установить? Мы хотим установить следующее, что вот если у нас рассматривается такая разность, то эта разность имеет разные знаки
для x, принадлежащего у а минус, и x, принадлежащего у а плюс. Ну, собственно, можно прикинуть, где будет плюс и где минус, но мне пока не хочется это делать, сейчас мы это все равно увидим, уже когда формулу напишем. Применяем формулу Тейлора, только возьмем теперь на одно слагаемое больше. Раз у нас есть третья производная, то мы можем взять формулу Тейлора вплоть до этой производной, только тут давайте f от a напишем, f' от a, x минус a. Тут тоже будет f2' от a пополам x минус a в квадрате. И плюс остаточный член f3 штриха c поделить, на 3 факториал, то есть на 6, x минус a в кубе. И заметьте, что вот эта часть равняется нулю. Вот по условию. Значит, этой части нет. Если мы, как раньше мы это делали, перенесем LAX влево, то справа у нас останется только остаточный член. F третья производная к си, от си поделить на 3 факториал, x минус a в кубе. И вот сейчас мы выберем окрестность, интересующую нас, пользуясь непрерывностью третьей производной. Если наша третья производная в точке А, давайте для определенности, больше нуля, напишем пусть, тогда в силу непрерывности третьей производной в точке А найдется такая окрестность этой точки, что для любого x из этой окрестности f3, а давайте я даже кси напишу, потому что мне именно кси тут нужно, да? Кси будет тоже больше нуля. А может лучше не кси, может их взять на самом деле. Если это для x выполняется, а кси у нас принадлежит ax, следовательно, f' от кси тоже будет больше нуля. Да? Вот, если мы рассмотрим x из этой окрестности, для которой третья производная больше нуля, и рассмотрим формулу Тейлора для этих иксов, то поскольку кси у нас как раз принадлежит интервалу от a до x, то f3' от c тоже будет больше нуля. Значит, это гарантированно больше нуля. А здесь что будет происходить? А здесь будет происходить перемена знака. Если у нас x будет больше a, то, если x больше a, то будет у нас это выражение больше нуля. А если x будет меньше a, такое тоже может быть, да, он лежит по левую сторону от а, тогда этот член будет меньше нуля. То есть этот член меняет знак. Меняет знак. Но если этот член меняет знак, тут я уже больше, конечно, не могу писать, это неправильно будет. Этот член сохраняет, этот меняет. Значит, эта разность тоже меняет знак. С какого на какой совершенно не важно. Это зависит от знака третьей производной. Факт то, что знак меняется. А это означает, что по разные стороны от точки касания касательная лежит, опять же, по разные стороны графика функции.
с одной стороны ниже, а с другой стороны выше. Меняется?